В этом видео я хочу показать, как добавить интересный шрифт на свои сторис, помимо тех шрифтов, которые предлагает сам Instagram. Для этого нам понадобятся онлайн-сайты, сервисы, на которых можно преобразовывать шрифты. Таких сайтов есть много в интернете, но большинство из них поддерживает только латинский алфавит. Я вам покажу два сайта, где 100% точно поддерживается кириллица. Выбор самих шрифтов там тоже достаточно большой. Итак, перейдем в браузер. Откроем здесь сайт, который называется Fonts Online. Вот так называется сайт fonts.online.ru. Что нам здесь нужно сделать? Вводим фразу, которую мы хотим преобразовать. Я написала «Лето, ты прекрасна». Далее у нас есть большой выбор, если мы уже стиль свой определили. Вот есть винтажные шрифты, восточные, готические, декоративные, День Святого Валентина и так далее. Например, выберем необычные шрифты. Сейчас как раз посмотрим, что они из себя представляют. После того, как мы набрали фразу, мы еще можем выбрать ее цвет. Для этого мы должны помнить, какая у нас картинка и какой цвет будет с ней сочетаться. Ну, на моей картинке там закат, красненький, желтенький. Но я выберу, допустим, красный цвет. Вот здесь можно двигать кружочек, выбирать цвет. Допустим, красный я выбрала. Теперь выбираю начертание. Спускаемся вниз, и как видим, наша фраза уже написана разными шрифтами. Что нам здесь нужно сделать? Например, мне понравилось вот такое начертание. Если мы один раз нажмем, сайт нас еще перебросит на другую страничку. Вот наша фраза. И нужно помнить, что эта фраза сохранится как картинка с прозрачным фоном. Нажимаем на нее еще раз, удерживаем. Выскакивает окошко, и здесь мы нажимаем «Скачать изображение». И еще раз нажимаем «Скачать». Все, наш шрифт скачан. Instagram Stories. Заходим в текст. Здесь, если вы в Android, то понадобится клавиатура SwiftKey. Про эту клавиатуру я рассказывала в предыдущих своих видео. И нам нужно вставить этот текст как картинку. Поэтому мы заходим вот в стикеры. Здесь у нас есть такая скрепочка-булавочка. Нажимаем на фотоаппарат. И вот видим наш шрифт, отправляем его на картинку. Вот он, можем его растягивать, увеличивать, поворачивать. Это картинка с прозрачным фоном. Допустим, я считаю, что он плохо читается. Я могу зайти в инструмент рисования, выбрать, например, беленький фон, или можно выбрать пипеткой какой-нибудь вот такой светло-желтенький фон. Возьму потолще. И вот так вот просто под текстом закрасить фон, чтобы надпись читалась. Такой вариант. Итак, смотрим следующий сайт. Он называется Online Letters. Набираем. Вот он, первый, onlineletters.ru. Переходим. Здесь, правда, немножко мелковато, если работать с телефоном. Принцип работы очень похожий. На этом сайте сначала нам нужно выбрать начертание, которое мы хотим. Давайте возьмем вот плавные каллиграфические. И потом после этого ввести свой текст. После того, как мы ввели текст, нам предлагается много разнообразных начертаний. Для того, чтобы выбрать начертание, которое нам понравилось, нам просто нужно нажать на галочку. И напротив этой галочки появляется кнопочка «Далее». В следующем окошке нам предлагается выбрать размер и цвет. Размер можно выбрать побольше, например, пускай будет 30. В крайнем случае его можно просто потом уменьшить уже на самой сторис. И здесь с цветом тоже нужно ползунок этот подвигать. Ну, я хочу красный цвет. Вот, двигаем как нам нужно. После чего сгенерировать. Когда он уже сгенерирован, скачать. Перебрасывает нас на отдельную страничку. Здесь нужно на эту надпись нажать и подержать. Выскакивает окошко, и здесь выбираем «Скачать изображение». Помним, что это изображение с прозрачным фоном. Скачать. Все, оно уже загрузилось в наш телефон. В нашу сторис. Заходим в клавиатуру SwiftKey, стикеры, скрепочка, фотоаппарат и вот наша надпись. Отправляем ее на картинку. Здесь уже преобразовываем как хотим. Если она плохо читается, то делаем для нее фон. Вот такой был второй сайт.
Покажу вам еще один ресурс. Правда, он поддерживает только латинские шрифты. Называется он Text Generator. Вот так красиво выглядит сам сайт. Мне здесь понравился один эффект. Принцип использования похожий. Нам необходимо выбрать сначала эффект. Вот такой мне понравился. Теперь в окошечке набрать свой текст латинскими буквами. И нажать кнопочку «Изменить». Вот у нас измененный текст. Теперь его нужно скопировать. Нажимаем «Удерживаем» и выбираем «Копировать». Здесь мы не сохраняем картинку, а копируем именно текст. Stories. Заходим в шрифт. Здесь тоже нажимаем и удерживаем. И вставляем. Смотрите, как интересно. Буквы прозрачные. Мне очень понравился этот эффект. Решила его записать. Вот такое тоже будете иметь в виду. В описании к этому видео я оставлю список еще из нескольких сайтов. Некоторые из них поддерживают кириллицу, но предлагают маленький выбор кириллических шрифтов. Некоторые совсем не поддерживают, но там есть очень интересные эффекты. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Если да, то ставьте лайк, подписывайтесь. Благодарю вас за просмотр и до новых встреч!